Ребяшки, не хау, как говорится. Сегодня у нас обзор, во-первых, по заявкам, во-вторых, из серии «Удивительное рядом». Многие из вас вот прям недавно стали много писать в комментариях, что-то давно не было обзора автодома, сделайте, пожалуйста, видео. И мы как раз в те вот даты, когда вы стали как-то особенно активно об этом писать, были в Китае. Давай там смотреть в интернете, искать что к чему, может с Китая что-то снять. Сделали пару звоночков, и тут нам на том конце провода, так сказать, говорят: а что вы ищете в Китае? Оно уже давно в Москве. Ребятушки, удивительное рядом. Искали в Китае, а нашлось вот здесь вот китайский автодом на базе Чанана. Обзор, поехали! Да, ребятушки, вы знаете, что обычно вот такие обзоры мы начинаем с нескольких общих интересных фактов, информации о компании. Но вот глядя вот сюда, вот, будьте добры, то, что здесь стоит на парковке, мне кажется, уже нет смысла тратить время на рассказ о китайских брендах и китайских автомобилях. Лисян, Воя, Зикр. Многие из вас с этими тачками уже знакомы. Вот такая у меня во дворе, кстати, стоит. Кто-то вот уже купил, ездит и говорят, что доволен. Ну вот, собственно, я просто добавляю газ и еду как хочу, максимально плавно, спокойно. Тем не менее, несколько интересных фактов о компании Чанан, на базе которого построен этот автодом. Чанан Автомобиль Групп, 41 тысяча сотрудников. В 2021 году продано 2,3 миллиона авто. 4-е место по продажам в Китае. Слово Чанан состоит из двух китайских иероглифов, переводится как «надежность, проверенная временем». История компании, вот сейчас внимание, да, многие думают, что китайские компании какие-то новые, молодые. История компании Чанан началась в 1862 году. И теперь о текущем положении дел. К концу 2019 года у Чанана 180 лабораторий в 6 странах мира, собственная лаборатория краш-тестов, крупнейший в Азии полигон, где 70 видов покрытия, а также, сейчас внимание, сядьте поудобнее, только у Чанана в 2019 году уже было 35 заводов по производству автомобилей и запчастей. Но, ребятушки, вернемся к нашему автодому. Называется он Чанан Peakview RV и построен на базе... Зависло, вот что с интернетом? 5G обещали? Ну, сейчас, ребятушки, 55 секунд. Завис телефон. Рекламная пауза и продолжим. Ребятушки, декабрь 2023 года, смотрим цены на автодома. 7 миллионов, 12 миллионов, 21 миллион, а средняя зарплата в стране 70 тысяч рублей. Как-то немножко не клеится. Теперь смотрим вот сюда. Вот с такой зарплатой можно думать о покупке автодома. У наших друзей из Skill Factory есть отличный курс, называется Full Stack разработчик на Python, который поможет освоить новую профессию каждому. Вы научитесь создавать сайты, веб-приложения, ботов и многое другое, а работать сможете в крупных компаниях, стартапах или на фрилансе. Во время курса вы сделаете 10 проектов, пройдете стажировку, а также решите задачу от крупной компании. Например, недавно студенты написали бота для московского зоопарка, а финальный проект – это разработка сервиса для крупного завода. С таким портфолио и опытом вы без проблем найдете новую работу. Ну и традиционно от нас для вас скидка 60% по промокоду 808. Ссылка уже в описании. Переходите и регистрируйтесь. Однозначно рекомендуем. Продолжаем. О, нашел автодом за 3 миллиона. Неплохо. Дальше. Спасибо, что посмотрели. Специальная ссылка внизу. Построен на базе пикапа Чанан Фэнджин Ланто. Длина, ширина и высота довольно привычные габариты для этого формата автодома. То есть взяли базу от пикапа, осталось только шасси и поставили сверху кунг. Нива автодом, помните? Да, она, конечно, чуть меньше, ну, прилично меньше, но сделана в том же формате. Снаряженная масса 3042 килограмма, это полноценная категория Б. Бензиновый двигатель 2.4, но это, конечно, чанановский, тот, который стоял в пикапе. Мощность 204 лошадиных силы, система полного привода, Borg-Warner, 6-ступенчатая КПП, топливный бак 80 литров. Также у нас тут снаружи из интересного это логотип Чанан с подсветкой. Машину китайскую покупаете? Да, очень приятно. И, серьезно? Да. А не жалко денег? Ну они же вот так дорого стоят. Это в Китае не стоит недорого. Они стоят этих денег. А вы этот конкретно берете? Ну да, мы забронировали конкретно. Клево. Зеленый. Честно говоря, не жалко. Да? То есть, когда уже понимаешь, что машину покупаешь у надежного партнера, да? И в принципе за адекватные деньги, отличные от официального дилера, так скажем. Ага, да, интересно. Цены, потому что официальных дилеров, они, как правило, там от 7 миллионов вообще на эти автомобили. А тут типа дешевле? Ну да, здесь интересно. Дешевле. А это электро или гибрид? Это гибрид. А вы только новый. БУ не смотрели рынок? Нет, БУ не хочу. Принципиально? Прям запах, садишься, это... Согласен. Ну, да. Ладно, спасибо большое. Спасибо Все, вам. удачи вам. Рад знакомству. Спасибо, да, взаимно. О чем мы говорили? О
научатся точно, спасибо большое. И, к сожалению, то есть ребятушки, которые его продают, они нам что-то могут рассказать, но тоже далеко не все, потому что сэндвич-панели — это все, что у меня написано про этот автодом, все, что я нашел на просторах интернета. Как сделан вот этот стык, в каких условиях, где и как строилось, кто это делал, мы, честно говоря, не знаем. Ключи давай. Слушай, тут много всего. Угадал. Тут все на китайском. Вот крышечка уже. Слышишь, да? Такая прям. Это, видимо, заливка чистой воды. Там клево внутри. Ух ты, ё-моё, даже подножка уезжает. Выезжает. Заезжает. Есть маркиза. Электрическая выдвигается прям. Дай покажу, что, какие проблемы. Ё-моё, смотри, все электро. Ой-ой. А, вот так вот. Ну, ребятки, автодом, а что вы хотели? Это вам не пятизвездочный отель, хотя некоторые автодома, мы знаем, бывают как отели пятизвездочные. Ничего не сломай, ничего не задеть, нужно очень аккуратно. Естественно, все это премиум материалы, никакого кожзам. Ау! Ау! Готово. Но это все в первый раз. То есть мы первый раз выдвигаем маркизу на автодоме Чанан. Естественно, второй раз мы это сделаем уже все намного быстрее, проще, и более того, шатается. Так, пока не смотрите, там прям хорошо. Это что такое? Столик просто? Ага, вот такой выносной душ. Ё-моё! И тут самое интересное, здрасте. Это у нас бензогенератор, китайская розеточка вот там. И европейская, кстати, тоже есть. Ой, но погоди. Жень, все, захлопнулась. Также есть выносная кухня. Раз, пожалуйста, газовая горелочка, можно готовить. Но, опять же, готовим здесь, маркиза тут. Хотя, не, наверное, нормально, не подпалить. Richard, don't go back in there, the gas. Запасное колесо, камеры тут несколько, еще вот вам покажем внутри, как они куда смотрят. Место для хранения немножко странное, потому что, видите, там такой полукругом идет вот это вот. Зато удочки, лыжи, что-то можно сюда убрать. А, вот, смотри, это кассета туалета. Вот так вот. О, такой вот боксик для хранения. Что-то можно картошку положить, или рыбу, или грязную обувь. Капот откроем, любопытно. Ну, это, собственно, пикап 2.4 турбо, довольно мощный движок для этого веса. Как нам кажется, вот мы в обзорах смотрели, должно тянуть нормально. Что, маркиза сносит? Да, интересно, наоборот, оторвет, если так хорошо. Оплатим, конечно, но зато протестируем. Да, ну, ребятки, что сказать? Во-первых, подножка есть. Во-вторых, когда садишься вот в такой автодом, вот, кстати, полный привод, пожалуйста. Кнопки вот эти вот такие полубрутальные. Мы не ездили. Пока что. Ничего прям наверняка сказать не можем, но вот на первый взгляд, учитывая еще стоимость его в Китае, клево. Посмотрим, что сзади. Давайте, ребятки. Есть у нас вот такая вот закрывашечка, ручка довольно крепкая и мусорное ведро. Значит, заходим, ребятки. Добро пожаловать в китайский автодом. Выпрямляемся. Высота 185. Ну, двухметровые люди, ну, сами понимаете, им во многих автодомах не очень удобно. Здесь стоим почти в полный рост. Кровать у нас, как написано в характеристиках, 200 на 150, но здесь эти 200 есть, а там 150, они не 150, китайские 150, прям как китайские квартиры. Есть скос, потому что вальков у нас для аэродинамики в том числе сделан вот так вот. Если вы здесь вот 2 метра ляжете, то вот там вот как лежать вдвоем, ваша вторая половинка будет к вам все время прижиматься, я думаю, сюда. Шторки вот такие, вот такие прям в Китае любят вот это вот цвета, все материалы вот такие. Матрасик довольно неплохой, ну толщина такая вот как бы базовая, но вроде какая-то эргономика там более-менее присутствует. Есть беспроводная зарядка в таких вот неожиданных местах. Раз, работает. Это у нас обувной шкаф. Ну вот, да, тоже есть моменты. Это вся система управления автодомом. Ё-моё, смотри, включается подсветка, вон везде тут есть. Снаружи есть освещение. И вот выдвижение маркизы. Смотри, микроволновка, кондиционер, вентилятор, стиральная машина, вода, вентиляция. А, во! О! Офигенно! Ой, диван заживало. Так ты остановись, нафиг ты вверх-то поехал. А вот сейчас опять в это упрется. И с этой стороны часть технических вещей тут у нас видно. Аккумулятор, там управление по электрике, все. Ну, довольно приятно сделано. Вот, теперь у нас можно сделать кровать. Ну вот, детская кроватка, но все-таки для одного. Так вот, что у нас было вот там вот только что мы смотрели, это литиевый аккумулятор 800 ампер-час, инвертор 3 киловатта, а также зарядное устройство. Также из интересного в дизельное отопление Eberspacher. Маркиза на месте. Бак для чистой воды 80 литров, можно поставить 300 литров опционально, бак сточной воды 50 литров. Теперь самое приятное. В этом автодоме могут полноценно, по закону, официально ехать 6 человек. Раз, два,
3, 4 и двое еще вот там вот. А, я забыл сказать, у нас еще солнечная панель на крыше. Вот. Мощностью 300 ватт. Это пульт для телека, видимо. Вот у нас небольшой телевизор тут висит. Поворачиваемся вот сюда. Компоновка, кстати, интересная. У нас сзади обычная кровать. На самом деле, здесь вполне можно спать с братанами и втроем. Помните, да? Во многих автодомах здесь кровать только в алькове. И вот такая вот зона вот тут. Дальше у нас место для хранения. Просто такой вот шкафчик. Холодильник, морозильник, кондиционер. Он идет по умолчанию. Доп. Денег платить не нужно. Большая раковина. Какая-то железяка, правда, такая, так себе. А, ну смотри, железяку зато закрываешь, и, в принципе, можно использовать как дощечку для нарезки. Два шкафчика. О, подожди, тут еще не показали. Раз, два, три. Смотри, сколько шкафов. И здесь, ну тут что-то совсем уже прям плотненько, для вилочек, ложечек. И, конечно, вы уже заметили, все смотрят вот сюда вот, это стиральная машина. Барабан, смотри, какой дрещевый. То есть килограмма 1,5, наверное. Ну, не носки, ну тут кофту, можно пару кофт постирать. Шкаф для одежды. Душевая. А, подожди, а где душ? А, нет, душ есть. Душ вот такого... Качается, немножко качается. Душ вот такого вида, с экономией воды. Туалет вот, конечно, много места занимает, но, тем не менее, тут есть. Довольно неплохой. Это все можно поливать. То есть это все, это заливается, вот это все. И есть у нас вентиляция. Вау! Можно солнечную ванну принимать. Душ есть. Туалет есть. И можно сделать 300 литров воды, и тогда будет прям совсем хорошо. И теперь, ребятки, второй интересный момент. Меняемся местами. Если вам нужно утром быстро сел, встал, поехал, вуаля. Опа! И все? Можно ехать. Прокатимся. Тут прям такая дорога, так себе вокруг. Интересно, как он себя ведет? Не трещит ли вот это все там сзади? Кстати, даже зеркало умное. И даже пишет регистратора. И у нас по кругу, забыли показать, покажите наверху, 4 камеры, которые постоянно пишут в 4К. Ребятушки, прокатимся. Че, ты сел там? А что мне здесь делать? Тебе сидеть. Путешествуешь в автодоме. Расслабься просто, отдыхай. А? На море едем. На море едем, в Анапу. Кто-то забирает Вою, кто-то Зикр, а мы на автодоме отсюда выезжаем. О, даже спорт-режим есть, ё-моё. Ну как тебе там? Как-то чувствуется уже, что ты на отдыхе? Морем запахло. Морем? Я бы на кровати там поехал. На кровати нельзя ехать, чувак. Ну-ка. Блин, тут, конечно... Холодно, как говорится. Прям 100 км в час едешь. трудновато тут вылезти вообще. Ну, вот детям нормально туда-сюда бегать. А вот, конечно, взрослому. Так, ну все, покатался и хватит. Давай, все, пока. Сейчас ребятки нам бумагу выпишут на договор купли-продажи, чтобы нас там это... Нет, номеров-то нет на машине. И поедем. Ребяшки, а мы снова с крутыми новостями. С 1 по 25 декабря на маркетплейсе Озон новая распродажа. Но, кроме шуток, это финальная распродажа года, и скидка обещает до 80%. Покупателей, то есть нас с вами, ждут самые разные товары. Электроника и одежда, продукты для праздничного стола и, конечно, идеи для новогодних подарков. Удобный момент, чтобы порадовать себя и близких. Напомним, что у маркетплейса Озон приятный сайт, суперудобное приложение, огромный выбор товаров и бесплатная доставка. Ссылка на распродажу уже в описании. С 1 по 25 декабря. Ну, автодом, конечно, не купите, но что-то вот такое. Кроме шуток, без проблем. Однозначно рекомендуем. Продолжаем. Ребячки, машину купил. Вот, подписал, все, бумагу дали. Официально. Не зря заехали. Блин, ну и телега. Ну, чувствуется габарит. Еще бы тут не снести. Не, пока нормально, как бы большая машина, да, но надо помнить о высоте. Подвеска вообще неплохо. В ямку сейчас заехали, хорошо идет. Я уже привык, мне кажется. Главное все с запасиком делать. Вот. Влево, вправо, заходить в повороты с запасиком. Так, спасибо, надо сказать. Слушай, как удобно, кнопки офигенные, прям раз, два, никаких сенсорных. Поехали. Блин, воды нет, омывайки, ничего не видно, пыльное окно. Ну и пробки тут, ё-моё, фура на фуре. Ну, впечатление пока хорошее. Кто ездил на Газели, а уж на грузовой тем более, это вообще ерунда. Впечатление хорошее. Значит, газ в пол, смотрите. Поехал. Ну,
3 секунды требуется, чтобы как-то начать ехать. Маневрирование. Ну-ка, резко руль вправо. Ой, тихо, 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 тихо. Чуть стиралка в окно не вылетела от этого маневра. Ёшки, ну нифига он шатается. Что-то он очень сильно шатается. Вот прям ходуном ходит. Не перевернуться бы тут на повороте. Но если аккуратненько все эти... О, горочка. Ну-ка, даже спорт давай, включаем спорт. Давай, давай, тяни. Ну, 2.4 турбо это вот на грани, вот, на грани. Давай, ну, давай, давай. Пошел. О-о! Ну, больше шума, честно говоря, чем разгона. Газ в пол. 40, 50. Все, дальше уже медленнее разгоняется. На скорости 80 лучше бы не делать резких маневров. Я вот даже на 40 уже стрёмно руль резко влево-вправо поворачивать. А вот на 80, вот видите, очень-очень его мотает. Это автодом. Конечно, тут свои правила игры, что называется. Вот если по прямой ехать до Анапы до какой-нибудь в правой полосе, так под соточку, отлично. Ну, 90 раскочегарили. Тормоз. Вот тормозит хорошо, прям классно тормозит. Ничего не гремит. Это самое клевое. Ну, он, конечно, новый, но ни один ящичек, ни одна ручечка, ни одна крышечка, никакого лишнего звука сзади не было. Ребятки, интересная информация. Ребята из Click on Car, которые едут впереди и которые уже снимали этот автодом, зацени. По их выводам, очень большая масса для стандартной подвески. То есть, видимо, пикап, автомобиль, на базе которого построен этот автодом, он не рассчитан для такой массы. Второе, они сказали, что в Китае уже вышел новый Чанан автодом. Поэтому, возможно, имеет смысл подождать хотя бы там полгодика, когда они выпустят третий-пятый, они это все быстро очень делают. И вот тогда будет что надо. Ну-ка, вылет руля. А вот руль на вылет не регулируется, блин, только вверх-вниз. 500 метров от МКАДа мы отъехали. Это вообще, что это вокруг? Че, куда ехать-то? Разворот? Ну-ка, радиус разворота. Ёшкин, смотрите, поместились тут метров 7, наверное. Шумновато еще немножко, вот на разгоне шумновато. Шумоизоляция мотора здесь, конечно. Это вот ремни, вот, болтаются, ребятки, вот. Ремни, если их убрать туда под сиденье, вот, смотрите, все, звука нет. Буквально 10 минут на нем поездил, уже как-то привык к габаритам. Ну что, хотя бы ни одного столба не сшибли, и то хорошо. Ну, ребяшки, какие впечатления? И однозначные, и неоднозначные. Во-первых, что касается однозначности, это цена-качество. Если мы берем китайскую цену, которую, конечно же, не стоит брать и озвучивать, но тем не менее, в Китае этот автомобиль стоит 329 800 юаней. Здесь это стоит сильно дороже, потому что 28% пошлина, почти 1 000 000 рублей. Утиль сбор, плюс доставить, перевезти и много что еще, сами понимаете. Наш вам, может быть, немножко субъективный, но тем не менее совет вот прям немножко подождать. Китайцы быстро работают над ошибками, быстро делают новое, разное, интересное. И даже первый автодом Чанана уже неплох, но мне кажется, второй, третий и чуть подальше будет прям во. Другое дело, сколько это будет стоить, но это уже отдельная история. Автодом Чанан, большое спасибо ребятам из N-Cars, полно всего интересного. Смотрите, вот это Манжар, да? Манжар, да. Тут вообще много всего в наличии, но, ребятки, ссылочку найти не проблема будет. Автодом Чанан, китайский автодом, и еще много всего интересного у китайцев, но с удовольствием почитаем ваши комментарии. Увидимся, пока!